Что случилось с подлодкой «Курск»? Она утонула. Гибель подлодки стала главной катастрофой в истории российского флота и первым серьезным испытанием для только что избранного президента Владимира Путина. По официальной версии, причиной трагедии стал взрыв торпеды из-за производственного дефекта. Но что, если на самом деле это была не случайность? И почему Путин так поздно приехал на место катастрофы? 2000 год. Недавно избранный президент Путин сталкивается с первым жестким испытанием. Затонула подводная лодка «Курск». 10 августа подлодка, согласно плану учений Северного флота, выходит в море. На борту 118 человек. Через 2 дня, 12 августа в 6:00, Курск занимает позицию для учебных стрельб. По плану, Курск должен был запустить торпеду и поразить учебную цель – отряд кораблей с флагманом, крейсером Петр Великий. Но торпеда не была выпущена. Внезапно в 11:28 на подлодке происходит первый взрыв. На борту лодки взорвалась перекисно-водородная торпеда 6576 «Кит». Это опасный снаряд, который требует особых навыков обращения. Как стало известно позже, акт допуска экипажа к эксплуатации и использованию торпеды был сфальсифицирован. Это утверждал адвокат Борис Кузнецов, который представлял интересы родственников погибших моряков. Курск не должны были выпускать в море, во всяком случае выпускать и стрелять этой торпедой перекисно-водородной, поскольку Курск никогда ею не стрелял ранее, даже на государственных испытаниях, хотя в составе флота он находился уже с 96 года. Экипаж не обучался работать с этой торпедой. Все документы, которые есть в материалах уголовного дела, говорят о том, что экипаж знал, как пользоваться этой торпедой, что он прошел обучение, сдал зачеты или экзамены. Но они сфальсифицированы от начала до конца. Там везде стоят поддельные подписи. Как пишет «Новая газета», во время подготовки к учебному заданию, стрельбе, в двигателе торпеды начало расти давление. Чтобы его снизить, накануне 11 августа торпеду продули техническим воздухом. Он оказался загрязнен. 12 августа, после ее загрузки в торпедный аппарат и открытия воздушного клапана, внутри торпеды началась неконтролируемая реакция разложения перекиси водорода. Это и вызвало взрыв-пожар. Скорее всего, в этот момент 95 человек, которые были в передней части подлодки, погибли почти мгновенно. Приборы на крейсере Петр Великий зафиксировали сильный подводный взрыв. Сейсмостанция Арсе в Норвегии, находящаяся в 470 километров от места происшествия, также зафиксировала взрыв на глубине 40 метров, мощностью 150-200 килограммов в тротиловом эквиваленте. Через 2 минуты произошел второй, гораздо более мощный взрыв, 5 тонн в тротиловом эквиваленте. Это из-за огня сдетонировали остальные торпеды, что разрушило всю переднюю часть подлодки. Корпус разорвало, носовая часть оказалась полностью уничтожена. Курск ложится на дно на глубине 108 метров. Из экипажа в живых остается 23 человека, и они пытаются спастись. Переходят в 9-й отсек, который в обычное время рассчитан только на 3, и подают сигналы о помощи. Выбивают сигнал СОС чем-то тяжелым. Стук продолжался несколько дней, практически до 15 августа. Позже, по официальной версии, источником стука признают специальное аварийное устройство, которое таким образом помогало акустикам спасательных кораблей обнаружить субмарину, а экипаж, мол, прожил всего несколько часов. Но это вранье. На подлодке нашли записки, которые выжившие писали для своих семей на протяжении 2 дней. Вот одна из них. Посмотрите на сообщение, которое нашли в нагрудном кармане капитана-лейтенанта Дмитрия Колесникова. Видно плохо. Колесников писал почти в полной темноте. «Олечка, я тебя люблю, не переживай сильно. ГВ привет, моим привет. Митя. 15-15. Здесь темно писать, но на ощупь попробую. Шансов, похоже, нет, 10-20%. Будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает. Здесь список личного состава отсеков, некоторые находятся в 9-м и будут пытаться выйти. Всем привет, отчаиваться не надо. Колесников». Становится плохо, если пытаешься представить, как умирали подводники. У них заканчивался кислород. Одно из последних сообщений с Курска – СОС – вода. 9-й отсек, в который набились все 23 выживших члена экипажа, затопило вслед за остальной подлодкой. Позже экспертиза установила, что Колесников и его товарищи погибли из-за нехватки кислорода. То, что выжившие надеялись на спасение и добивались его, подтвержденный факт. Вот что писал в книге «Она утонула. Вся правда о Курске» адвокат родственников погибших моряков Борис Кузнецов, которого вы уже знаете. Правда же заключается в том, что подводники просили о помощи и отчаянно стучали кувалдой или другим металлическим предметом больше 2 суток, с 2 часов ночи 13 августа до вечера 14 августа. В гидроакустических журналах кораблей и судов последние стуки зафиксированы в 11 часов 14 августа, а по показаниям свидетелей стуки продолжались до вечера того же дня.
Их сигналы СОС зафиксированы, записаны на магнитную ленту гидроакустической службы флагмана Северного флота Петра Великого. Время для спасения выживших моряков было упущено. Когда 12 августа в 12:30 Курск не вышел на запланированный сеанс связи, никто не сделал ничего. Вообще-то, по военному регламенту это значит, что нужно срочно признать лодку аварийной и незамедлительно начать спасательную операцию. Тем более на крейсере Петр Великий сразу зафиксировали взрывы. Но командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов улетел на берег на вертолете около 2 часов дня, не предприняв ничего. На пресс-конференции он говорит: учения прошли успешно. Позже Попов публично извинялся и даже плакал. А меня простите за то, что не уберег ваших мужиков. Только в 23:30, то есть спустя 12 часов после взрыва, Курск официально признали аварийным. Ночью на 13 августа наконец-то началась поисково-спасательная операция. Еще день общественность не знала о катастрофе. 14 августа утром в СМИ появляются первые сообщения об аварии от пресс-службы военно-морского флота. Якобы при проведении учений Северного флота атомная подводная лодка «Курск» не вышла на связь в установленное время. На корабле произошли неполадки, в результате которых, цитата, «ракетоносный крейсер был вынужден лечь на грунт». Узнаете? Это начало путинского новояза. Только сейчас у нас хлопок вместо взрыва и отрицательный рост вместо падения. А тогда легла на грунт, вместо затонула. Человеку без подготовки будет невдомек, что атомные подводные лодки не те судна, что могут лечь на грунт. И власти начинают врать, что экипаж находится в безопасности и осуществляется подача топлива, кислорода и продув систем подводного крейсера. И что у России есть все необходимое оборудование для спасения моряков, которого, конечно же, не было. Такое оборудование тем временем было у стран НАТО. Британцы и норвежцы предложили помощь, но Россия от нее отказалась. 15 августа главный штаб военно-морского флота официально объявил о спасательной операции, а представитель главного штаба ВМФ Игорь Дегало заявляет, что экипаж Курска жив и с ним установлена связь. В этот же день командование Северного флота врет, что у подлодки достаточно кислорода. Мол, его хватит аж до 25 августа. Когда моряки знают, что помощь идет, это удесятеряет их силы. Кислорода на борту корабля должно хватить до 25 августа. Кремль ситуацию не комментирует. К вечеру 16 августа ни одному российскому спасательному аппарату не удалось состыковаться с Курском. В итоге Россия принимает помощь других государств, Норвегии и Великобритании. Ночью 20 августа в район затопления Курска подходит норвежское судно Seaway Eagle. На следующий день норвежские водолазы вскрывают люк 9-го отсека. Спасать уже некого, он полностью затоплен. Министерство обороны официально объявляет, что все 118 моряков погибли. Что же Владимир Путин? Что он делает такое сложное для страны время? А он в отпуске. Президент отдыхал в Сочи. Потом объяснился. Якобы сразу хотел прибыть на место аварии, но решил не ехать. В итоге он прервал свой отпуск только 17 августа, а 22-го все-таки приехал в городок Ведяево, где жили подводники и их семьи. Чем занимались имиджмейкеры на заре путинской эпохи, непонятно. Как рассказывал политолог Глеб Павловский в интервью «Настоящему времени», он и посоветовал Путину не ехать на место катастрофы, мол, там должны работать специалисты. Павловский объяснил это тем, что в 90-е годы была практика, когда Ельцин приезжал на места трагедий и просил прощения у народа, и это воспринималось как проявление слабости, а не силы. 22 числа, когда Путин встретился с семьями погибших моряков, его чуть не разорвали. Снимайте погоны, вы за свои погоны боитесь, снимайте их сейчас. Лучше сейчас расстреливайтесь сами. Мы вам не дадим никакой жизни. Чего вы хотите от главы государства? Чтобы он был лидером, сильной рукой или все-таки живым человеком, который умеет проявлять эмпатию? Дело ваше. Но Путин был обязан сразу взять ситуацию под личный контроль, приехать на место и поговорить с родственниками погибших честно и открыто. Он верховный главнокомандующий, и в то время, когда его подчиненные находятся в столь драматической ситуации, ужасной ситуации, он не имеет права отдыхать в Сочи. Второе. Я считаю, что он слишком поздно позволил иностранцам, в первую очередь британцам, оказать помощь. И последнее. Я не понимаю, почему президент не уделяет внимания родственникам и близким тех ребят, которые находятся на подводной лодке. Они вынуждены фактически за свои деньги приезжать в Мурманск, вынуждены пользоваться крохами информации. И вот такая черствость и бездушие, на мой взгляд, это вообще кошмар.
Это недопустимо. Что же получается? Российские власти солгали о шансах экипажа на спасение, о ходе операции и тянули время, не принимая помощь. Можно возразить, все дело в гостайне. Курск участвовал в военных учениях и мог нести секретное вооружение, а представители НАТО могли использовать спасательную операцию для разведки. Вот только главной ценностью всегда должна быть человеческая жизнь. У кого-то такая сентенция, конечно, вызовет только улыбку. Путинская «она утонула» — это первое публичное высказывание о катастрофе, которое не забудешь. 8 сентября Путин дал интервью американскому журналисту Ларри Кингу на канале CNN. На вопрос ведущего, что случилось с российской подводной лодкой, Путин с ухмылкой ответил: Она утонула. Эта фраза стала символом равнодушия. В июне 2002 года уголовное дело о гибели подлодки закрыли. Катастрофа, по данным следствия, произошла из-за взрыва торпеды на борту. Виновата сама торпеда и ее заводской дефект. К 2000 году срок ее эксплуатации практически истек, а в прокладке бака с окислителем появились микротрещины. В общем, несчастный случай, техногенная катастрофа. Все взятки гладкие. Крайними сделали пару адмиралов и офицеров и уволили. При этом очевидно, что понести ответственность должно было руководство Северного флота и главком ВМФ. Выводов сделано тоже не было. Если сегодня произойдет похожая авария, у России все так же нет подходящего оборудования и нет ни одного судна-спасателя с глубоководным водолазным комплексом. А вот страны НАТО уже вряд ли помогут. Разумеется, есть и альтернативные, конспирологические версии произошедшего. Пожалуй, самая популярная из них гласит о том, что Курск столкнулся с подводной лодкой НАТО. Якобы в районе учений находились американские подлодки «Мемфис» и «Толедо». Подбивают нашу подводную лодку «Курск». Мы обманываем всю страну, говорим, что это была авария. Американская подводная лодка в наглую расстреляла наших моряков, и они оказались на дне Баренцева моря. И не первый раз. Но американцы платят хорошо. Жириновский много чего говорил, так что его слова можно смело делить на два. И хоть российское следствие опровергло версию о столкновении с иностранной субмариной, она стала популярной среди, как вы думаете, кого? Ну, конечно, офицеров, которые должны были понести ответственность за происходящее. Помните того самого Вячеслава Попова, свидетеля катастрофы, который знал о взрывах и ничего не сделал? Уже больше 20 лет он говорит о том, что Курск затонул после столкновения с подлодкой НАТО, которая затем пострадала от взрыва на Курске. Ни одна из стран НАТО не подтвердила участие своих подлодок в инциденте, но Попов на этом настаивает. Подводная лодка, которая столкнулась с Курском, следила за Курском, видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко. Либо маневр Курска привел к потере контакта. Вот тебе столкновение. Я с вероятностью 90% знаю наименование ее, но для того, чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу. Еще Попов заявил, что сигнал СОС поступал не от выживших моряков Курска, а от иностранной подлодки, которая получила повреждения. Он отмечает, что противолодочная авиация ВМФ России обнаружила эту подлодку у берегов Норвегии после инцидента. И так думает не только Попов. Еще в 2001 году в интервью «Новой газете» эту версию изложил и экс-главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Владимир Кураедов, подчеркнув, что это лишь предположение, не подтвержденное окончательными доказательствами. Схожего мнения придерживался и начальник главного штаба ВМФ того времени адмирал Виктор Кравченко. В беседе с РИА Новости он отметил: Существует такая версия. Верите ей или нет, косвенные признаки подтверждают ее, как говорил тогдашний командующий Северным флотом Вячеслав Алексеевич Попов. Я тоже склонен ее поддерживать. О каких косвенных признаках идет речь, Кравченко не уточняет. Тогда фразу «коллективный Запад» еще не придумали, поэтому офицерам пришлось обвинить во всем НАТО. А Путин же почему молчал? А так ему заплатили, плюс не хотел портить политическую обстановку. Мы полагаем, что в случае с Курском конспирологическая теория об участии американцев – это всего лишь попытка офицеров снять с себя ответственность за произошедшее. После этой катастрофы российские власти сделали свои выводы, но не о том, как спасать людей в будущем, а о том, что информацию надо контролировать. Помните скандальную программу Сергея Доренко, после которой его уволили с ОРТ из-за жесткой критики лично Путина, несмотря на то, что хозяином ОРТ был олигарх Борис Березовский, который уже конфликтовал с Путиным. Главный вывод в том, что власть не уважает нас всех, поэтому лжет. И главное, власть обращается с нами так,
только исключительно потому, что мы это позволяем. После выхода передачи генеральный директор ОРТ Константин Эрнст сообщил Доренко об увольнении. К Эрнсту вообще никаких претензий. Он просто сказал nothing personal мне. Сережа, nothing personal. Довел до двери и там шепнул, имея в виду, что всюду пишут nothing personal. I said, no problem. Березовскому же поставили ультиматум. Либо передаешь акции государству, либо добро пожаловать в тюрьму. В конце 2000-го Березовский уехал из России в Великобританию, а в январе 2001-го продал свой 49% пакет акций ОРТ Роману Абрамовичу за $175 миллионов. И покатилось. Сначала произошел захват НТВ. Государство через «Газпром» установило контроль над каналом, который ранее принадлежал медиахолдингу Владимира Гусинского. Формально причиной стали обвинения Гусинского в финансовых махинациях, но фактически это было связано с независимой редакционной политикой НТВ, критиковавшей власть. В апреле 2001 года произошел силовой захват здания телекомпании, и контроль перешел к «Газпром Медиа». В том же 2001 году журналиста Григория Пасько осудили на 4 года за госизмену после расследования экологических нарушений Тихоокеанского флота. Еще через 2 года, в 2003-м, отредактировали 5-ю статью закона о государственной тайне, что привело к фактическому запрету на расследование военных катастроф. Дальше давление на журналистов, убийства, статья об иноагентах и прочее. И вот теперь мы здесь, в точке, где расследования запрещены, независимые СМИ выдавлены из России и лишены какой-либо возможности зарабатывать самостоятельно, а за правду можно получить реальный срок. Официальные выводы не убедили общественность, и в отсутствие прозрачности начала множиться конспирология. Кто-то считал, что Курск столкнулся с подлодкой НАТО, другие говорили о попадании российской торпеды или даже о тестировании секретного оружия, вышедшего из-под контроля. Теория о диверсии тоже нашла своих сторонников, но, как и в других случаях, доказательств нет. Кстати, она утонула, это далеко не единственная рефлексия Путина на тему Курска. В 2020 году «Медуза» обратила внимание на то, что на официальном сайте бывшего президента США Билла Клинтона были опубликованы стенограммы разговоров между ним и Владимиром Путиным. Вы можете сами найти их на сайте. В разговоре два президента обсуждают гибель Курска менее чем через месяц после катастрофы, 6 сентября. Клинтон выражает соболезнования, а Путин делится личными переживаниями. Подготовьтесь к тому, что услышите. Хорошего выбора у меня не было. Я оказался в ловушке между плохими и худшими вариантами. Мне говорили, что если бы я сразу пустил туда маленькую подводную лодку и хотя бы попытался спасти парней, мои рейтинги бы выросли. Нельзя позволять делать что-то подобное ради пиара. Нужно отдавать приоритет реальному спасению людей. Как ни странно, последующие опросы показали, что этот инцидент не повлиял на мое положение. Но я очень боюсь, что нечто подобное может повториться. То есть Путин ноет по поводу возможного падения своего рейтинга. Хоть, конечно, и замечает, что нельзя действовать ради пиара, надо сосредоточиться на спасении жизней. Ну и как успехи, господин президент? В разговоре он также заявил, что весь экипаж погиб в течение 60-90 секунд после взрыва. Мы чувствовали себя бессильными во время этой катастрофы. Сейчас все выглядит так, что весь экипаж погиб в течение 60 или 90 секунд. Мы не могли рассказать родственникам, но в корпусе была дыра размером около 2 метров, через которую затопило первые 3 отсека подлодки. Я даже не знаю, как мы можем вытащить тела. В этих водах много трески, плоти на костях может не остаться. Мы пытались спустить на тормозах всю эту шумиху, но некоторые люди странные, и они просто продолжали ее подпитывать. Давайте подумаем вместе, какие вопросы должно задать себе государство, и ответить на них, разумеется. Во-первых, почему не удалось спасти моряков? Во-вторых, как поступить с семьями погибших? И, наконец, кто будет наказан? Единственный вывод, который сделала власть и Путин после катастрофы, это то, что надо лучше контролировать медиа и закручивать гайки. Это была конспирология. До новых встреч!